Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. После того, как Серкан жестоко избил Араса, они схватили ослы и оставили ее без сознания перед своим домом. Метин и Фиген в ужасе от вида Араса в таком состоянии немедленно отвезли его домой и вызвали врача. Но Арас лежит без сознания. Серкан отвез ослы на вершину горы и рассказал ей о том, что случилось с ее матерью, когда у нее были братья и сестры. Он угрожает отомстить ей и жениться на ней. Он угрожает причинить вред Арасу и его братьям и сестрам, если она не выйдет за него замуж, а затем забирает ее удостоверение личности. После этого Халид звонит и спрашивает: «Зачем ты пытаешься сделать это без моего ведома», требуя немедленно привести Али. По приказу Халида Серкан приводит ослы к себе, но когда тот говорит ей, что очень любит ее и хочет на ней жениться, ее отец, Халид, приходит в ярость. Пролежав без сознания несколько дней, Серкан приходит в себя. Очнувшись, он начинает сходить с ума по ослы и пытается встать с постели. Фиген Ханым и ее брат Метин Бей пытаются его остановить. Арас винит себя в похищении ослы, а Рейхан Ханым заявляет: «Это моя вина, а не твоя», и выходит из комнаты, сломленная тяжестью совести. Когда Мирьем Ханым рассказывает Сезин информацию, которую она оставила у человека Халид Бея, Сезин предупреждает его, чтобы она не дошла до моего отца, и в панике уходит. Хюлья Ханым сидит у двери, размышляя вслух о том, как она узнала о местонахождении ослы. Рейхан Ханым резко на него нападает. Сезин звонит Хюлье Ханым и спрашивает: «Что ты там делаешь? Я знаю, что произошло между тобой и Метин Беем». Хюлье Ханым очень обеспокоена и зовет его к себе для разговора. Рейхан видит панику Хюлье и спрашивает, что случилось. Хюлье отвечает: «Ты мне рассказала, да». Когда она узнает, она пойдет к Мирьем и оставит записку на работе Халита, а затем убьет его. Мурат и Бериджик идут в уединенное место. Мурат делает вид, будто постоянно там бывает. Бериджик спрашивает: «У меня аллергия на арахис, разве его там нет? Разве ты ничего не заказывал?» Мурта паникует и признается, что впервые там, и они мило беседуют. Халид приводит ослы в особняк своей матери. Когда он пытается поговорить с Метином, люди Метина обмениваются выстрелами. Арас видит Серкана и пытается напасть на него, но ослы останавливает его. Халид говорит, что они пришли поговорить по душам, спрашивает своего сына Серкана об ослы и говорит: «Увидимся завтра, когда ты придешь просить ее руки с цветами и тортом». Они уходят из особняка. Арас в ярости и, чтобы не говорили, он не может успокоиться. Когда Метин встречается с начальником полиции и просит его о помощи, Арас говорит: «Эти ребята ничего не смыслят в полиции». Затем, когда он берет ослы за руку и говорит: «Мы поженимся, и я никому не отдам свою жену», Хюлья радуется, но Рейхан взволнована, а Арас злится и говорит: «Мы любим друг друга, чего ты хочешь?» Ослы, размышляя об угрозах Серкана, растерялась. Она сказала, что хочет отдохнуть, и пошла в свою комнату. Хюлья поговорила с Метином и объяснила, что Мирьем пытается рассказать Халиту об их отношениях. Серкан позвонил ослы и угрожал ей, но ослы пришла в ярость. Когда Арас появился у нее на пороге, она спросила: «На кого ты кричишь?» Но ослы отказалась ему отвечать. По поведению Араса она поняла, что Серкан угрожает ослы, потому что подвез ее до дома. Метин позвонил Мирьем в дороге и не смог до нее дозвониться. Он оставил голосовое сообщение: «Ничего не говори Халиту, он убьет Хюлью, и даже не заговаривай о Мелике и ослы. Позвони мне немедленно». Мужчина, похитивший Мирьем, прослушал голосовое сообщение. Рейхан звонит Халиту и говорит: «Я не позволю ослы выйти замуж за твоего сумасшедшего сына». Халид предлагает поговорить. Рейхан отказывается, но Халид уверен, что тот придет, и просит его накрыть стол. Арас просит своего человека найти место, где тусуется Халид, но предупреждает его: «Советую тебе держаться от них подальше». Когда Рейхан говорит Хюлье, что собирается встретиться с Халитом, чтобы убедить его не жениться на Серкане и ослы, Хюлье предупреждает Рейхан, что это очень опасно.
Итак, Рейхан говорит: ну тогда у меня для тебя совет, немедленно останови Мирьем, остановить ее очень сложно. После этого она уходит. Слуга Араса находит место, где тусуется Серкан, и тут же сообщает ему. Фиген Ханем приходит к Арасу и убеждает его отказаться от этой любви. Когда Арас спрашивает: разве это не ты послала ко мне ослы и сбежала? Теперь, когда ты закончила, я оставлю девушку в руках маньяков. Фиген Ханем становится плохо. Как только Фиген Ханем выходит из комнаты, Арас хватает пистолет, одевается, садится в машину и быстро уезжает из особняка. Когда Хюлия Ханем не может дозвониться до Мирьем, она оставляет голосовое сообщение, умоляя ее передать ей: «Я знаю, что ты узнала о Метине и обо мне от Рейхан». Когда ослы приходят в комнату Араса, она обнаруживает, что его нет, звонит ему и в панике умоляет. Но Арас отказывается слушать, звонит Метину, но не может до него дозвониться. Она звонит Серкану, требуя сообщить, где он. Серкан понимает, что Арас пошел к ней один. Ослы бросает трубку, говоря, что это сделала она, пишет Арасу, чтобы тот не ходил к Серкану, и снова пытается дозвониться до Метина, но не может. Метин тем временем ругает владельца места, где прятался Арас, говоря: «Ты найдешь того, кто сказал тебе, где он, и накажешь его». Серкан нападает на Араса с пистолетом, затем звонит ослы с телефона Араса, рассказывает ей, как ты в него влюбилась, и просит ее убедить этого блондина: «Я отправлю тебе адрес». Однако Хюлия больше не может этого выносить и выходит из дома, чтобы найти Мирьем и поговорить с ней. Когда она рассказывает Метину, Метин вспоминает, как Мирьем говорила, что Мелике и ослы близнецы, и спрашивает, где ее найти, говоря: «Подожди меня, я не отпущу тебя одну». Хюлия соглашается и останавливает такси. Рейхан подходит к Халиту, чтобы уговорить его. Халид приготовил для него хороший стол, но Рейхан делает очень резкое заявление, говоря, что никогда не позволит ослы выйти замуж за Серкана. Когда Сезен стучится в дверь и настаивает, что не уйдет, не поговорив с моим отцом, они сообщают об этом Халиту, и Халит выходит поговорить с ней. Когда Сезен настаивает, что не может выйти замуж за мою сестру и Серкана, Халит злится и поручает своему человеку отвезти Сезен домой, а сам возвращается к Рейхан. Рейхан встает, собираясь уйти, и говорит: «Серкан и ослы никогда не поженятся, я этого не допущу». Когда она уже собиралась уходить, Халид предлагает ей поесть. Когда Сезен идет к своей машине, она видит машину Рейхан и начинает подозревать неладное. Она не садится, но мужчина говорит: «Твой отец велел мне подвезти тебя до дома, но я отвезу тебя домой». Сезен обманывает его, говоря, что пойдет домой пешком, и убегает. Затем она звонит ослы и спрашивает, знает ли она о Рейхан. Узнав, что нет, она возвращается к отцу. У них происходит жаркий спор из-за того, что ослы поехала к Серкану. Метин занимает место Хюльи, забирает ее из такси, и они уезжают. Пока они едут, Хюлья играет на совести Метина и манипулирует им. Метин говорит: «Я никому не позволю тебя обидеть». Тем временем они получают известие, что мы собираемся напасть. Когда Рейхан Ханем говорит: «Я бы умерла, если бы не позволила ослы выйти замуж за этого маньяка», Халид отвечает: «Может, тебе не придется умирать, если ты выйдешь за меня». Рейхан Ханем спрашивает: «О чем ты говоришь?» Халид встает и говорит: «Если ты выйдешь за меня, я выйду замуж и за моего сына», и Рейхан Ханем приходит в ярость. «Халид, успокойся, я недавно думал, что ты мне нравишься, такая верная женщина, и что если я женюсь на такой уважаемой, достойной женщине, как ты, то все будет хорошо». Когда Рейхан Ханем говорит: «Это был план, не так ли? Ты же знаешь мое наследство, Халид Ханем, так что ты знаешь», Халид Ханем отвечает: «Согласна, у тебя есть свои преимущества, но, во-вторых, ты мне очень нравишься. К тому же, ты сказала мне, где находится Арас. Как долго я смогу хранить этот секрет между нами? Но если ты выйдешь за меня замуж, этот секрет останется между нами до моей смерти». Сезен подслушивает их у двери и потрясена. В этот момент люди Метин Ханем обыскивают дом Халид. Халид Ханем обнимает Рейхан Ханем и защищает ее. В ужасе Рейхан садится в машину и уезжает. Осли и Арас на пляже.
Когда Асли говорит ей, что Серкан женится на ней и все уладит, Арас приходит в ярость. Асли нападает на него. Аслы говорит: это правда. Я не место в твоей жизни. Думаю, ты тоже меня не любишь. Ты все равно собирался через какое-то время от меня отказаться. Арас спрашивает: ты правда в это веришь? Посмотри мне в глаза, отвечает Аслы. Я не люблю тебя так сильно, как ты думаешь. Арас отвечает: Арас. Арас спрашивает: тогда почему ты дрожишь? Аслы отмахивается от этого, говоря: я не могу дышать без тебя. Я так сильно тебя люблю. Если ты по-настоящему меня не любишь, скажи мне это, посмотрев мне в лицо. Аслы не может этого сказать. Арас отвечает: ты тоже меня любишь. Такова реальность, в которой мы живем. Они целуются. По дороге домой Рейхан останавливается и пытается усадить Сезин в машину. Сезин в ярости говорит, что все слышала и сказала, что расскажет сестре. Рейхан выходит из машины и бежит за Сезин. Сезин отказывается разговаривать, говоря: ты опаснее, чем я думала. Рейхан пытается сбежать, но Сезин спасает ее от машины, но Сезин в гневе уходит в другую сторону, а Рейхан кричит ей вслед: пожалуйста, не говори Аслы. Они с Метином прибывают в место, указанное по телефону Хюльи, но им становится не по себе, потому что это очень изолированная лесная местность. Когда Аслы и Арас приезжают в особняк, Фигин пытается объяснить, что она напугана, и просит ее остановиться. Аслы звонит Серкану и говорит ему не ходить за Арасом: мы собираемся пожениться, но ни Арас, ни Рейхан об этом не узнают. Метин и Мирьем ищут телефон Мирьем в темноте, но при этом у него внезапно садится батарея, и они начинают поиски с включенным светом. Вскоре после того, как телефон найден, они обнаруживают машину Мирьем, которая врезалась в дерево, а сама она неподвижно лежит за рулем. Госпожа Рейхан приходит в особняк в слезах и заходит внутрь. Увидев Сезин и Аслы, она подходит к ним, вся в слезах. Аслы обнимает ее за шею и плачет. Мирьем выражает соболезнования. Все в доме в отчаянии, и она разражается слезами: моя дорогая мама. Госпожа Рейхан смотрит на Сезина со слезами на глазах. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Пока.